Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 октября. Что или кто появится неожиданно? И давайте с вами узнаем. Тут неожиданность может быть сама по себе, которая связана с внешними событиями, обстоятельствами. Но это может быть и неожиданное появление конкретной персоны. Или какое-то предложение, весточка, новость, информация. Вот давайте с вами узнаем. И первым делом мы узнаем 3 знака судьбы. Где-то как подсказки. Возможно, в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения. А вообще это потоковая информация, мы не задаем вопросы. Просто пусть нам карты раскроют, с чем будет связан период с 10 по 20. Вот у вас переворачиваются, смотрите, какие 3 волшебные карты. Ну, паж мечей это точно. Кстати, все пажи это вестники. Какая-то новость. Хотя, слежка, мои дорогие. Слежка, она может означать, что это вы за кем-то наблюдаете, но это и за вами кто-то может наблюдать. Может быть, это конкретная персона, когда вы понимаете, что вот как появился неожиданно, все это время человек был рядом с вами, или какое-то время за вами словно наблюдал, а тут он себя как-то проявит. И для вас это будет неожиданно. Конечно, мечи, интеллект, мои дорогие. Поэтому, может быть, вы где-то и чувствуете. У вас сейчас будет обостренная интуиция. Для вас это подсказка, потому что как миссию какую-то вы должны выполнить, правда? Это с заходом на 2026 год. Тут что-то очень важное в вашей жизни будет происходить. Либо некоторые вопросы будут стремиться к развязке вот так вот шаг за шагом, но это еще и возможности, когда мы, может быть, не должны оставить что-то на потом. И, может быть, это элементарно вы что-то должны проанализировать. Все же паж мечей, ну, где-то предполагает, что мы как-то действуем по-другому, как мы прежде не действовали. Или, может быть, это меняем ход мыслей, так как от нас никто не ожидал. Но при этом мы тоже затаились, ну, правда. И вот, видимо, все вот это такое непростое и неоднозначное вас приводит к победе. 78 дверей – это колода, принципиальное значение двери, открыты или закрыты. Так вот, дверей закрытых нет, по пажу мечей. Но от вашего рационализма, от вашей логики, мудрости, может быть и хитрости и смекалки, потому что всегда по пажу мечей, как элемент новизны, неожиданности, но и какая-то наша перерокировка совершенно необходима. И вот она победа, когда вы сами открываете двери и, входя вот как этот человек в зал, вам рукоплещут. Какую-то, может быть, многоходовочку вам придется совершить. И не потому, что вы этого хотите, обстоятельства вынуждают. Но для вас это будет мало что победа, радость, рождение чего-то нового. И тоже нам так прообраз где-то, вот эта купель, это двери, да, уже как будто рождение малыша, ну или какая-то возможность по тузу кубков, когда исполняется как минимум наше одно желание, это точно, а может быть и несколько, пусть так и будет, но то, что вы останетесь чем-то довольны, это точно. Но начинается все вот с чего-то неоднозначного. Может быть, увидеть возможность там, где ее другие не видят, вполне вероятно. Где-то и быть дипломатом, безусловно. Дипломатия нам помогает. Более того, вот эта победа, шестерка жезлов, которая вам перевернулась, эту победу надо будет сохранять. Мы не можем, ну, как бы ослабить и самоконтроль. Значит, придется анализировать, что мы говорим, как наше слово отзовется буквально, мои дорогие. Ну и быть предельно внимательному. Иначе мы, опять же, можем соскользнуть с этой победы тоже. Вот примите это к сведению. Но было бы желание, что называется, дверей закрытых нет. Итак, первый знак судьбы, второй знак судьбы и третий. Вот та потоковая информация, которая дополнит вот то, что нам перевернутые карты рассказали. Видимо, вам это важно услышать. Ладно. Так что или кто появится неожиданно с 10 по 20 октября? И вообще, а это что это значит? Зачем это нужно? Давайте с вами узнаем. Или события, которые спешат на ваш порог. Вот в вашу жизнь явно что-то может пытаться входить, да? Или идти какая-то история к развязке. Вот мы и узнаем, что это будет, как причина и следствие. Ну и третью карту, соответственно, мы с вами достанем. Так вот, как это все обернется?
или к чему это все идет. По основным сферам жизни, чего ждать? Сфера любви и личной жизни. Ваши, ну, не достижения, имеется в виду ваша личность. Достижение у нас будет третьей картой. Но каким-то образом иногда и работа наша, это на нашу личность очень даже оказывает влияние. Так, и вторая карта, чего ждать в финансовой сфере. Третья. Работа, бизнес, согласование, диалоги, какие-то важные встречи. Может быть и документы, и учеба. Итак, первый знак судьбы. Вообще должна сказать вторая 6. И 6 это всегда победа. Значит, тут мы, скорее всего, можем решить какую-то тему или договориться. Все же эта карта очень добрых энергий. С одной стороны, это могут быть вопросы личной жизни с теми людьми, которых вы уже знаете. У кого-то это любовная история, а у кого-то это будет как ваши родственники, ваши дети, кстати, ваши внуки или далекие родственники. Может быть, это даже какой-то друг, подруга, с кем прежде были контакты, а потом почему-то, ну, что-то пошло не так. И тут и люди могут возвращаться, особенно для вас. Для вас, для всех людей. Вот, кстати, вы можете проанализировать. Особенно для стихии, если человек так по гороскопу, я хоть и не увязываю, но, может быть, для кого-то это подсказка. Так вот, это люди, которые по гороскопу относятся к знакам стихии земли, воды, хотя есть и мечевые, как бы, да, но те, которые знак воздуха, ну, к примеру, близнецы, может быть, отчасти и водолей, но это так, по гороскопу. Может быть, это вот у всех людей, которые я перечислила, это прежняя история какая-то. Тут многие знаки зодиака могут быть задействованы. Почему? Потому что соляр, он сам по себе еще не означает, что это как ровная какая-то дорога. У нас в том или ином доме гороскопа всегда присутствуют и другие знаки, другие энергии, преобладание планет. Поэтому в целом октябрь, ноябрь и до конца 2025 могут возвращаться и люди, и какие-то прежние ситуации к разрешению. Вот вам что-то было знакомо. Вам известен человек, тут все-таки больше с персонами связано. Иногда это карта ностальгии, у кого-то то, что вы когда-то хотели осуществить, но это не складывалось. Здесь с какой-то новой возможностью может вернуться. Но я больше это вижу, что вопросы именно любви, личной жизни, ну или какого-то взаимодействия с друзьями, родственниками и так далее. Второй знак судьбы. А, видимо, выбор вам какой-то придется делать. А вот посмотрите, мы ищем выход из создавшегося положения. И по 8 кубков вы его находите. Врата распахнуты перед вами. Нет для вас ограничений, мои дорогие. Но это, опять же, чувственная сфера. Может быть, это даже и все же по этой карте больше, знаете, наши действия показывают, несмотря на то, что кубки. Но, значит, это действия, которые отталкиваются от ваших ощущений и от вашей интуиции. Вот правда. И я должна сказать планетарно, мы еще до конца 2025 будем слышать разного рода информацию, которая, ну так, ни в какие ворота не лезет, да, вот мы говорим. То есть, ну, нет в ней логики, невозможно понять с позиции здравого смысла. А вот наше подсознание, интуиция нам дает правильные подсказки. И тут, понимаете, не соскользнуть в какой-то перфекционизм, рационализм, не начать так это что-то раскапывать, докапываться до сути. Верьте своей душе. Внутреннему глазу мудрости, мои дорогие. А вы мудрые люди, это правда. И значит, подсказка через знак судьбы, что вы на что-то решитесь. Точно. И вот если мы рассмотрим 3 карты, как тоже где-то причина и следствие, ну вот что-то вам возвращается все же, да? Или что-то будет продолжено, но в другом ключе. Или с какими-то видоизменениями. Может быть, скорее всего, это вы будете туда вносить эту коррекцию. Карта популярности, карта успеха, причем того успеха, который это старший аркан колесница, который последует на будущий период. Это не сию секунду, хотя у кого-то ваша популярность, может быть, буквально взлетает, если вы медийный человек, или у вас личное какое-то дело, или на вас, вы, может быть, руководитель, на вас обращены взоры как, или вы специалист такой классный, а среди вас много таких классных специалистов, это я точно знаю.
Мне довелось работать с девами. Именно в работе это на самом деле это волшебно. И с девами это ты всегда спишь спокойно. И если что-то пообещала именно человек или пообещал дева, он обязательно как бы придерживается той концепции сказанных слов или данных обещаний. Поэтому здесь что-то многократно может возрасти. Причем и ваша экспертность даже по той профессии, которая у вас, ну, есть сейчас в руках. У кого-то иногда карта говорит, что и подсказывает, это старший аркан, тебе нужно быть мобильным. Все-таки это карта скорости. Может быть, буквально в эти 10 дней с 10 по 20, как знак судьбы, не отложи что-то на потом, а именно сейчас собраться, отправиться, буквально подпоясаться, может быть, налегке. Но и на последующий период, ведь старший аркан никогда не проигрывается на короткий срок. Это всегда как минимум 3 недели, а то и дольше. Поэтому для вас вот такой, ну, заряд на будущее нужно активности себе как-то применять, потому что вам это буквально помогает. Потому что если мы, ну, ничтоже сумяшися, не вот застреваем в каком-то одном моменте, то тогда, скорее всего, многие вопросы, они тоже идут с большим прогрессом или скоростью. Для кого-то это будет необходимость, может быть, проверить автомобиль, ну вот или вопросы, связанные с автомобилем, а может быть, кто-то окончательно решится, что нет, мне нужны права, я сам или сама должна быть вот мобильным человеком. Вот такие старший аркан вас призывает примерить на себя энергии. Ладно, так что или кто появится неожиданно? Ну вот то, что я говорила, то, что вам знакомо. Вы в чем-то должны поставить точку и идти дальше. Десятка мечей мы закрываем всегда по этой карте в прошлая дверь. Значит, это может быть и человек, который вам отчасти, ну, доставил каких-то неприятных эмоций. Он может вернуться. Может быть, вернуться мириться. Может быть, и вы будете что-то возвращать, потому что это касается вашей личной жизни и каких-то ряда нерешенных вопросов. Давайте мы достанем дополнительную карту. Что или кто появится неожиданно, с чем это связано? Ну вот смотрите, была какая-то ситуация, когда вы долгое время вынуждены были как в обороне быть, находиться, чтобы вам ничто не помешало. Может быть, это у кого-то сложные периоды, когда, ну, предательство вы столкнулись. За это время вы накопили силы. Это карта великой мощи в герметической колоде Таро. Но настало время, буквально, вам самим, шаг за шагом, выходить как будто из какого-то убежища, прикрытия или из какой-то своей замкнутости. После десятки мечей. А может быть, это по личной жизни и правда, королева кубков. Вы знаете, вообще эта карта безусловной любви. И она очень часто говорит о супружеской паре, о любви, о наших детях, кого мы любим безусловной любовью. Может быть и правда, вот первая карта как раз о личной жизни говорит. И здесь, с одной стороны, кто-то будет ставить точку, правда, может быть и так, это касается друзей или родственников, или, может быть, это у кого-то ситуация, которая даже с наследством связана, правда, и нужно ряд документальных вопросов провести, потому что по девятке жезлов, жезлы – это какие-то дела, а мечи – это у нас интеллект. Вы что-то тут передумываете, переигрываете, может быть, и решаете, а может быть, и решаетесь. Я тут вижу, это больше связано с личной жизнью. Правда, смотрите, я тут больше вижу, что к вам, ну, к примеру, пришла какая-то информация, или пусть это ваш внутренний инсайт, когда вы понимаете, ехать надо. Ну, вот как в том анекдоте. Я не знаю, вы о чем, но ехать надо. И тогда иногда эта карта будет говорить о том, что вы куда-то перемещаетесь в конкретное место для того, чтобы увидеть своими глазами. Увидеть, может быть, конкретного человека, посмотреть ему в глаза, совершить какой-то диалог. Или встретиться с конкретной персоной для того, чтобы что-то прояснить. Вам именно нужно, может быть, и какой-то вопрос завершить, или, расставив точки над «и», идти дальше. Но, видимо, что-то к общему знаменателю все-таки у вас подводится. Потому что по шестерке мечей в классических колодах Таро или, ну, чаще изображается как человек, который отплывает на лодке от безжизненного берега. Вообще это волшебная карта заслуженного успеха. Заслуженного, когда тот успех, который как по нарастающей, это где-то
связано с колесницей, с передвижениями, с вашей мобильностью. Все то, что я сказала. Вот все эти карты, они подтверждают. Но просто, видимо, у каждого немножко по-своему это будет. Но по этой карте мы можем рассматривать дополнительные источники дохода. Мы можем изучать какое-то ремесло. Может быть, это именно ремесло, как скилл, навык. Когда нам не нужно сидеть в университете минимум лет 5, а когда мы за несколько месяцев приобретаем профессию и мы становимся востребованными, неважно, где мы окажемся, в любой точке мира, мы можем вот эти навыки или умения в наших руках. А для вас это очень важно. Вот и как и знание, так и умение делать что-то самому. И потому что вы все-таки знак стихии Земли, но все же ваша планета-управитель, она вас в этот период может вот именно эту перерокировку вам задать. Потому что вам, с одной стороны, дополнительные знания, навыки могут принести как и стабильность, подушку безопасности финансовую именно, да, или когда вы будете себя просто чувствовать уверенной, или кто-то может изучать языки, отправляясь куда-то, вы понимаете, что вам это нужно. Тут мы можем что-то начать изучать и понимать, что мы, благодаря новым знаниям, становимся тоже более востребованными на рынке труда, или мы более легки на подъем. Нет каких-то барьеров. Вот для вас барьеров нет от начала до конца. И, видимо, потому что, знаете, тут как будто если есть ограничения, то только те табу, которые мы сами себе воздвигнем. Все врата перед вами открыты. И, кстати, карта отчасти королевы кубков говорит о том, что мы чем-то вдохновляемся. Единственный момент – это альтруизм иногда идет по этой карте. И поэтому, знаете, какой-то ну, такой безоглядной любви или какого-то, ну, это не важно кому, да, это может быть и к детям, может быть, это детей мы любим, иногда вот именно без оглядки. Может быть, это любовь в паре, почему нет? Но тут жертвенности не должно быть, потому что иногда по королеве кубков проходит как и ожидание, так и альтруизм, который переводится в степень жертвенности. Вот, может быть, у кого-то именно это и закончится по десятке мечей. Уже не достаю. Ладно, что это значит? Какие события стремятся на ваш порог? Ну, все то, что я опять же говорила. Мы можем вот подзастрять, как этот человек, ему нужно именно себе расширить какие-то новые горизонты, не случайно шестерка мечей, увидеть новые возможности. Тут будет очень много от вас зависеть в плане того, как вы решите и на что-то решитесь. И решение, и решимость. Но как будто вот этот паж, как будто, да, или служка, который держит на подносе новый кубок, наполненный вот для этого человека, он даже очень удивленно изображен на нашей карте. Надеюсь, это видно. Ему непонятно, чего этот человек уставился в эти три пустые чашки, что он там видит. А он смотрит в никуда, вот этот человек. Это, знаете, какой-то пространственно блуждающий взгляд, когда мы, ну, совсем застряли в собственных мыслях. Или наша аналитика прежняя переходит в глубокую философию на мелком месте. Вот это как раз про четверку кубков. И ничего не меняется. Понимаете, тут для вас будет очень важно, мои дорогие, особенно. И планетарно это совпадает. Строить правильные социальные связи до конца 2025. Внимание. Правильно расширять горизонты общения, но при этом не соскальзывать в какой-то ненужный, чрезмерный альтруизм, который граничит с тем, что вы себя ставите на паузу или становитесь зависимыми от какого-то человека или от его решения. Вы должны быть легки на подъем. Поэтому, может быть, и придется вам принимать Соломоново решение. Объединять и первое, и второе. Такое я тоже не исключаю. Но ваша задача – больше общения. Вот это самая легкость. Какие-то альтернативные варианты. Для вас именно это как путь наверх, путь вперед. К чему же это все идет? Как все это обернется? Карта Иерофант. Это точно вы какой-то экзамен жизни проходите. Вам как это по судьбе. Это вы, мои дорогие, девы, своего рода как учитель. Может быть, и третейский судья. Может быть, вы стоите действительно на ситуации как бы выбора, а выбора его нет. Тут философ нам показан. Тот, который учит других, как правильно взаимодействовать с людьми, но и сам где-то в течение жизни учится.
И если мы сказали причина и следствие, действительно какая-то прошлая история, она долгое время развивалась. И шаг за шагом она подходит, ну, может быть, к конечной стадии развязки. Когда вы и выводы сделаете, и, может быть, перестроите, ну, даже где-то мировосприятие. Измените отношение к некоторым людям. Будете, как и с одной стороны, себя сохранять, ведь все же это карта традиций, это карта отчасти системы и иерархии, когда все должно быть и по традициям, и по законам. Вот, видимо, какая-то, может быть, и прежняя ситуация, в которой вы подзастряли, потому что, ну, вы можете ее решить, но каким-то альтернативным путем. Прежде этого не видели, может быть, вы неправильно оценивали людей, и у кого-то из вас, вот опять же, я возвращаюсь к этой королеве кубков, и вот тот альтруизм, который где-то граничил именно с ожиданиями или когда чьими-то манипуляциями. Все-таки первая карта была десятка мечей, это наше разочарование. Когда мы на что-то согласились, и именно наше согласие или участие в чем-то нас вот так вот пригвоздило буквально 10 мечами к земле. Полная какая-то безысходность была, когда непонятно вообще, как двигаться. Хотя в нашей колоде Таро ведьмочек, посмотрите, все-таки она на то и ведьмочка, что у нее всегда есть запасной вариант. И тем не менее, силы какие-то волшебные сейчас работают. Она может дотянуться до своей, как будто метлы. Вот, кстати, рост вашей популярности вам как будто, ну, особенно для тех, кому это важно, даже если кажется, что это я сейчас не могу ничего сделать. Поверьте, с 10 по 20 у вас будут не одна возможность. Поэтому, ну, видимо, это неизбежно будет граничить с тем, что вы тут что-то будете перестраивать, менять. И себе больше благ. Чего ждать в сфере личной жизни? Тройка жезлов– это будущее, карта будущего. Но посмотрите, человек стоит. И это мы как будто, знаете, последний штрих такой в своем сознании проводим, проверяем, все ли у меня готово для путешествия в будущее. Мы можем анализировать, все ли я взял с собой, ну так вот условно. И эта карта подразумевает все-таки тройка, что, возможно, что-то мы оставим за спиной или как закрываем в прошлое дверь. Но мы не сейчас буквально семимильными шагами перепрыгиваем в один момент как-то одноразово будущее. Нет, мы должны еще что-то, ну вот как и полезный опыт или какие-то контакты, связи, наши умения, развитие на последующий, да, период, вот все то, что я говорила по шестерке мечей. Может быть, это связано с какими-то вашими контактами по личной жизни, по родственникам, которые проживают далеко. Все-таки расстояние проходит по этой карте, как и расстояние по времени, если мы говорим будущее, так и буквально всегда тройка жезлов нам либо на берегу изображен человек, либо все равно, ну, условно, как пространство какое-то, горизонты. Вот перед вами открываются новые горизонты. Но как с этим провзаимодействовать, вам нужно хорошо понимать. Давайте мы узнаем, а чего ждать в сфере финансов. Вы знаете, вам нужно сохранять деньги. Здесь на вас могут воздействовать, чтобы вы с чем-то согласились. По семерке жезлов мы вообще отступаем полшага назад и занимаемся своими делами, какие-то свои стратегии просчитываем. Вы люди ресурсные, мои дорогие. Но с учетом аркана колесница и вот, понимаете, будущее, да, мы говорили. И вот тройка жезлов как раз о будущее. Или пусть это отношения, что перспективно, а что нет. Что вы будете продолжать, а что, ну, может быть, так шаг за шагом сводить к нулю. Я такое тоже могу предположить. И это будет в целом взаимоотношения. Но и по финансам-то где-то такая же стратегия и тактика. Ресурсы вам понадобятся финансовые на последующий период. Может быть, это, знаете, как рост вашей популярности, и к вам, ну, какой-то поток людей хлынет. Или вы люди надежные, да, вот к вам могут обращаться как к этому учителю, или третейский судья. И вас пытаются вовлечь, втянуть в те вопросы, которые вам не нужны. Всегда семерка жезлов– это чей-то интерес, но не наш собственный. И карта говорит, ну, как шапку-невидимку надо иметь, отступить полшага назад. И сфера ваших интересов или своих каких-то
Ну, планов может быть. Она должна быть, как знаете, путеводная звезда, потому что всегда по семерке жезлов есть риск с чем-то согласиться, а для вас, а для вас это не будет иметь никакого значения. И значит, потраченные ресурсы в плане времени, в плане вашей экспертности, что-то вы и не можете, мои дорогие, изменить. А люди как раз активно на вас воздействуют. Может быть, от этого еще и усталость. Вот есть и такой момент. Ладно, сфера ваших достижений. Чего ждать? Ну вот посмотрите, что неизбежно заканчивается, оно заканчивается. Карта трансформации. И может быть для кого-то из вас, посмотрите, опять же, карта будущего. У кого-то путешествие с семьей. Или, может быть, кто-то съезжается с семьей, кто-то разъезжается, когда дети выросли, да? Явно есть какое-то перемещение. У кого-то это перемещение будет связано с трудом, с работой, с вашей занятостью. Но, в принципе, 13-й старший аркан. Трансформация вашей жизни. И совсем скоро еще будут какие-то перемены. Как будто события вокруг вас, именно внешние, или какие-то внешние контакты, будьте готовы к этому. Они тоже будут трансформироваться. И это может быть как из 10 по 20 много перемещений и дорог. А потом, мои дорогие девы, приготовьтесь к тому, что этих дорог может быть еще больше. Или какие-то внешние обстоятельства вас могут вынудить и еще быстрее принимать какие-то решения. Быстро анализировать, находить дополнительную информацию. Вот вы сейчас между прошлым и будущим. Всегда 13-й аркан – это мы как на пороге. Есть такое внутреннее состояние, меня словно штормит, да. Ну вот открыли мы дверь, а где-то открыто окно, и мы чувствуем этот сквозняк, и нам так, ну, жутковато сделать шаг вперед, потому что, а что это там, чем это вызвано? Вот это прохождение этого ветра. Но и в то же время мы понимаем, назад мы не пойдем. Вот эта трансформация, вы как между прошлым и будущим. И я тут вижу и вопросы личной жизни, и где-то финансы, какая-то, ну вот такая вот реинкарнация, мои дорогие девы, у вас происходит. Но для вас это совершенно необходимо, потому что уже на пороге новые энергии, новые возможности. Но их нужно сложить вот как по иерофанту, красивый узор. И это ведь вас олицетворяет карта. Я должна сказать, где-то и ваша карта, ваши энергии. Здесь и мудрость, и опыт, и навыки, ну и умение, видимо, быть этим третейским судьей. Это тоже немаловажно, и вам это пригодится. Как и для построения карьеры, так и оказаться, может быть, в том месте, где бы вы хотели. Пусть не с 10 по 20, а это у кого-то может быть более длительная многоходовочка, и у вас получится. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, а я вас благодарю за ваши искренние комментарии, за ваши теплые душевные отклики. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.